Сегодня буду использовать пряжу Alize Veluta в двух оттенках, это белый и фиолетовый, и уйдет примерно 20 грамм пряжи. Для этой пряжи буду использовать крючок 6 миллиметров. Пряжа достаточно толстая, поэтому если вы будете использовать более тонкую пряжу, то и игрушка у вас соответственно получится меньше. Также нам понадобится наполнитель, а из дополнительного необходима иголка с большим ушком для того, чтобы пришить детали, и с маленьким ушком для того, чтобы пришить глаза. Я буду использовать пришивные глазки, а если у вас безопасные, то вставляйте их на уровне второго-третьего ряда, то есть между вторым и третьим рядом. А если вы хотите поддержать мое творчество, то подписывайтесь на мой Boosty канал, ссылку я оставлю в описании. Ну что ж, давайте начнем вязать. Для начала берем нить основного цвета и начинаем вязать с кольца амигуруми. Для этого нить кладем вот так, делаем круг, и у нас должно здесь получиться перекрестие. Придерживая перекрестие, заводим крючок внутрь круга. Теперь захватываем нить и вытягиваем ее из круга. Далее придерживаем уже нить, которую вытянули, и сам круг. Набираем одну воздушную петлю. Для этого заводим крючок за нить и вытягиваем через петлю на крючке. На протяжении вязания всей игрушки мы будем вязать столбиками без накида. И перед тем, как начать их вязать, вот эту нить из круга мы вытягиваем. В первом ряду столбики без накида мы будем провязывать прямо внутрь круга. И приступаем к первому столбику. Заводим крючок в круг. Вытягиваем рабочую нить. На крючке должно получиться 2 петли. И мы их провязываем. Для этого заводим крючок за нить и вытягиваем через 2 петли на крючке. Первый столбик готов. В этом ряду сильно мы здесь не затягиваем для того, чтобы потом у нас получилось это кольцо сомкнуть. И еще раз. Заводим крючок внутрь круга. Вытягиваем рабочую нить. Теперь опять подхватываем рабочую нить и проводим ее через 2 петли на крючке. Провязали второй столбик. Вяжем третий. Четвертый. Пятый. И шестой. Вытягиваю нить. Теперь кольцо нам нужно сомкнуть. Для этого тянем за вот этот кончик. Далее, начиная со следующего ряда, мы будем провязывать за вот эти косички от столбиков предыдущего ряда. Подхватывая обе стенки петли, будем провязывать за каждый из столбиков. Если у вас обычная пряжа, то вот эту косичку вам будет видно лучше. И перед началом второго ряда ставлю маркеры на начало. То есть вот сюда, на первый столбик. Вы можете воспользоваться нитью контрастного цвета. Далее приступаем ко второму ряду, и во втором ряду нам нужно будет провязывать прибавки. У нас в конце предыдущего ряда получилось 6 столбиков без накида. Сейчас в конце этого ряда должно получиться 12. Для этого нам нужно провязать 6 прибавок. Прибавка – это когда мы в одно отверстие провязываем 2 столбика. Заводим крючок вот здесь над первым столбиком за обе стенки. Вытягиваем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида. Далее сюда же, в это же отверстие, заводим крючок снова,
Вытягиваем рабочую нить и провязываем. Таким образом мы провязали с вами первую прибавку. Приступаем ко второй. Находим второй столбик, вот он у нас, косичка. Заводим крючок, вытягиваем нить, провязываем первый столбик без накида. Сюда же заводим еще раз крючок и провязываем второй столбик без накида. Такие прибавки нам нужно повторить до конца ряда, то есть здесь можно ориентироваться. До маркера вяжем. Всего у нас здесь 6 прибавок, 2 мы уже провязали. Довязываем теперь самостоятельно. Второй ряд провязан, теперь снимаю маркер и перемещаю его на ряд выше. Начиная с третьего ряда мы будем вязать последовательность. В этом ряду мы будем провязывать один столбик без накида, а за второй будем провязывать прибавку. То есть смотрите, как будем вязать. Находим первый столбик, заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, провязываем столбик без накида. Находим второй столбик, заводим крючок, провязываем первый столбик без накида и сюда же второй. Далее повторяем последовательность. Один столбик без накида, в следующий столбик предыдущего ряда провязываем прибавку из 2 столбиков без накида. Первый и сюда же второй столбик. Мы с вами провязали уже 2 последовательности, их должно быть в ряду 6, поэтому довязываем. И на этом я прибавление заканчиваю. У меня пряжа достаточно толстая, поэтому мне такого размера достаточно. Если у вас совсем тонкая пряжа, то вы можете вязать в 2 нити. А если у вас также плюшевая пряжа, но чуть тоньше, то вы можете провязать еще один ряд, но уже будет последовательность 2 столбика, далее прибавка, опять 2 столбика, прибавка. А я продолжаю вязать, переместила маркер на ряд выше, и теперь в этом ряду, в четвертом, нам нужно провязать просто 18 столбиков без накида. То есть прибавки здесь делать не нужно, просто вяжем по кругу 18 столбиков. И вот завершаю ряд, мне остается последний столбик, он вяжется чуть-чуть иначе. Мы заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, у нас на крючке 2 петли, и мы уже берем нить другого цвета, в моем случае белую. И вот эти 2 петли провязываем уже нитью нового цвета. При этом фиолетовую нить мы здесь оставляем, в следующем ряду мы опять с вами будем менять нить. В 5-м ряду мы вяжем с вами опять 18 столбиков без накида, но уже белым цветом. Также хочу отметить, что никакие нити мы здесь не обрезаем, они все у нас останутся внутри. Далее мы будем набивать игрушку, и все эти нитки останутся внутри самой игрушки. Довязываю ряд. Опять дохожу до последнего столбика, завожу крючок, вытягиваю нить и теперь меняю нить на фиолетовую, которую мы с вами оставляли. Опять провязываю 18 столбиков без накида, но уже фиолетовым цветом. Вот этот стык присоединения цветов у нас будет внизу самой пчелки. Довязываю фиолетовым цветом и меняю нить опять на белую. Провязываю 18 столбиков без накида белым цветом. Довязываю белым цветом. Меняю цвет на фиолетовый, и белую нить можно обрезать, оставляя небольшой кончик. Теперь вяжем опять 18 столбиков уже фиолетовым цветом.
Провязываем еще один ряд фиолетовым цветом, также 18 столбиков. Теперь мы будем убавлять столбики. Для этого будем вязать последовательность. Один столбик без накида. Далее убавка. Для этого заводим крючок за первый столбик и вытягиваем рабочую нить. Но мы их не провязываем, а заводим крючок за следующий столбик, вытягиваем рабочую нить. На крючке должно получиться 3 петли, и мы их вместе провязываем. Теперь опять провязываем один столбик. Далее убавка. Заводим крючок за первый столбик, вытягиваем рабочую нить. Заводим крючок за второй столбик, вытягиваем рабочую нить. На крючке 3 петли, и мы их провязываем. Такую последовательность повторяем до конца ряда. Половину ряда я провязала, и в принципе уже можно начать набивать игрушку. Для этого берем наполнитель, который у вас есть, и начинаем заполнять игрушку. Я набиваю достаточно плотно, чтобы игрушка хорошо держала форму. Немного набили и продолжаем вязать. Довязали ряд. Еще немного добавляю наполнителя, потому что следующий ряд у нас будет уже последний. И приступаем к заключительному ряду. Здесь нам нужно будет провязать 6 убавок, то есть убавки идут подряд. Немного неудобно этот ряд вязать. Также не забываем докладывать наполнитель, если еще не хватает. Делаю 6 убавок. Заключительная убавка. Вытягиваю пока нить и через отверстие, которое еще осталось, заполняю. Теперь в самом конце делаю соединительный столбик. Для этого завожу крючок за следующий столбик ряда, вытягиваю нить и вот эту петлю провожу через петлю, которая уже была на крючке. Вытягиваю, оставляю кончик примерно 20-30 сантиметров. Далее мы пройдемся здесь по петлям и вытягиваем. Все, с этой деталью мы пока закончили. Теперь остается провязать крылья. Для этого мы берем нить белого цвета, делаем кольцо амигуруми. И так же, как мы вязали само туловище, вначале провязываем 6 столбиков без накида внутрь круга. Затягиваем кольцо. И на белой пряже не так хорошо видно сами петли, поэтому мы начинали с вязания туловища. На фиолетовой пряже лучше видно. Теперь мы вяжем практически так же, как и в самом туловище, то есть нам нужно провязать ряд с прибавками, но у нас здесь их будет 5, то есть последнюю прибавку мы не провязываем. Нахожу первый столбик и провязываю первую прибавку. За второй столбик провязываю вторую прибавку. И вяжу еще 3 прибавки. А в последний столбик ряда провязываю соединительный столбик. Вытягиваю нить, оставляя небольшой кончик для пришивания. И вяжем 2 такие детали. Теперь остается пришить все детали и оформить мордочку. Вот здесь у крыльев нить от конца вязания и от начала я
связываю, чтобы у нас в дальнейшем ничего не распалось. Теперь вот эта сторона у нас лицевая у крыла, и мы ее будем вот таким образом располагать. Смотрим, где у нас находится смена цвета, и вставляем нить в иголку. Крыло у нас находится где полоски. Начинаем его пришивать. Пришили, теперь вытягиваем нить через отверстие. Нить от начала вязания также я вытягиваю. И пришиваем второе крыло. Отступаем 2 столбика. Все нитки завязываем узлом, кроме фиолетовой, и оставляем их внутри. Берем нить черного цвета, прикладываю примерно где у нас будут находиться глаза, и получается между вторым и третьим рядом. Завожу иголку и оставляю здесь черный кончик от нити. И теперь нить выводим там же, где у нас нить от начала. Завязываю 2 нити, хорошо затягиваем. Берем нить розового цвета и начинаем делать щечки. Теперь остается закрыть вот это отверстие. Для этого мы вставляем нить в иголку и проходимся вот здесь за одну стенку столбика. Докладываем немного наполнителя. И затягиваем. Теперь делаем узелок. И на этом все. Вот такая пчелка получилась. А если ролик вам понравился, то не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал и всем до скорых встреч!